Дальнобойный удар Запада по России, томагавки для Берлина и Москвы в РФ заявляют о реванше и готовы бить по немецкой столице. Зеленского призвали сдаться, иначе война продлится много лет. Сколько потребуется РФ для полного взятия Донбасса? Детали. Предложение Путина отвергнуто. Немецкий ответ Кремлю. Кто станет связующим звеном между Москвой и ЕС? Экстренная отставка министра обороны. Украинский удар лишил должности. Эвакуация началась. Операция британцев по десантированию. В НАТО ставят жесткое условие Киеву. ВСУ отправлены в Балтику к границам с Россией, а Казахстан поднял боевую авиацию. Срочное обращение из столицы. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. НАТО начинает масштабную операцию при участии ВСУ. Украинские военные отправлены в Балтику. Швеция готовится к войне. В стране проходят крупнейшие учения вблизи российской границы. Как сообщает шведская Минобороны, маневры называются «Аврора-26», и они одни из самых крупных за последние годы. В учениях задействованы почти 20 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО и Украины. Военные отрабатывают оборону стратегически важного острова Готланд и всего Балтийского моря. Данный остров фактически узловая точка, которая контролирует морские и воздушные маршруты между Швецией, странами Балтии, Финляндией, Польшей и Россией. По легенде учения, для усиления обороны Готланда на остров переброшено более 1000 военнослужащих. Союзники добавили туда средства ПВО, логистические подразделения и пехоту, а также украинские дрон-команды, усиливающие оборону региона современными беспилотными технологиями. Цитирую. Учения проходят на фоне растущей нестабильности и ухудшения глобальной безопасности. В тексте подчеркивается, что война России против Украины стала самой серьезной угрозой европейской безопасности со времен Второй мировой войны. «Аврора-26» рассматривается как демонстрация готовности сдерживать угрозы и совместно защищать Швецию, НАТО и Европу. Дальнобойный удар Запада по России. Германия срочно пытается закупить у США крылатые ракеты «Томагавк» и наземные пусковые установки «Тайфун» после того, как Пентагон сорвал планы размещения американского ракетного батальона в ФРГ. Берлин хочет закрыть опасную дыру в европейском сдерживании России и готов снова давить на Вашингтон, несмотря на конфликт Трампа с Мерцем. Об этом говорится в публикации Financial Times. Бундесвер прямо заявлял, такие системы значительно усилят способность Германии наносить глубокие высокоточные удары. Под этим ударом должны оказаться командные пункты, военные аэродромы и пусковые позиции дальнобойных ракет потенциального агрессора, заявляют немецкие военные. Но сделка под вопросом. США сами испытывают нехватку ракет, а отношения Берлина и Вашингтона резко просели. План развертывания томагавков, напомню, был согласован еще при Байдене. Его цель – это ответ Путину на его решение разместить ракеты «Искандер» в Калининградской области, что делает Берлин целью в зоне досягаемости. Тогда Бундесвер заявил, что приобретение пусковых установок и соответствующих ракет значительно усилит возможности немецких вооруженных сил в сфере глубоких точечных ударов и повысит способность сдерживать Россию. Это ясно продемонстрирует потенциальному агрессору, что в случае нападения его собственные командные пункты, военные аэродромы или пусковые площадки дальнобойных ракет не будут в безопасности от ответного удара, говорилось в заявлении. В России же уже реагируют на разговоры о новой европейской армии. В Москве считают, что Германия взяла курс на масштабный реванш. Госдума РФ при этом считает, что Европа готовит новый поход на восток. Зампред Госдумы уже дает понять, Москва готова атаковать Берлин. Толстой напомнил о ядерной доктрине РФ от 1924 года. Выводы из событий прошлого тоже сделаны. Очередной поход Европейского рейха на восток станет финальным аккордом в истории континента. Господа реваншисты, читайте ядерную доктрину от 2024 года. Там все изложено максимально доступно. Зеленского призвали сдаться вновь. Путин требует вывода войск. Условия Москвы неизменно. Переговоры с Киевом не возобновятся, пока ВСУ не отойдут с линии фронта в Донецкой области. Очередное послание повторил помощник Путина Ушаков и при этом заявил: Зеленский идет в отказ и не хочет выполнять условия Москвы. А поэтому Москва не видит смысла в переговорах. И все это понимают. И это понимают в Киеве хорошо, но вот пока
при поддержке европейцев отказываются пойти на разумный шаг, по крайней мере, отказываются даже начать обсуждение этого шага. Хотя они знают в Украине, что это нужно сделать, и что они это рано или поздно все равно сделают. Военные аналитики Запада при этом отмечают, что для того, чтобы России добиться целей по взятию всего Донбасса, необходимо очень много времени, и речь даже не идет о нескольких годах. Причиной тому пример прежнего продвижения на линию фронта и анализ наступления России за первые 4 года Большой войны. Цитирую. Если нынешние темпы наступления сохранятся, России потребуется более 30 лет, чтобы полностью захватить Донбасс. А именно это Кремль называет условием окончания войны. Замедление может быть временным и частично связано с сезонными факторами. Летом российские войска обычно действуют быстрее благодаря хорошей погоде и густой листве, которая помогает скрываться от дронов. The New York Times пишет, что поле боя превратилось в ад дронов, где любые крупные прорывы стали почти невозможны, а нынешние штурмы все чаще заканчиваются огромными потерями. Украина при этом заявляет, движение войск РФ активизировалось практически по всей линии фронта. Это заявление главкома Сырского. Давят войска России, в частности и в Днепропетровской области. ВСУ при этом заявляют, там наступление остановлено. В заявлении от 10 мая говорится следующее. На Александровском направлении наши защитники успешно остановили атаку противника в районе населенного пункта Александровград. На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Железнодорожная, Оленовка, Чаривная и Гуляйпольская. Киев при этом отмечает, Россия после объявленного перемирия не наносила дальнобойных ударов, но штурмы фиксируются на фронте. Зеленский записал очередное заявление и говорит, что если Москва захочет бить по Украине, то Украина ударит в ответ, намекнув на то, что расстояние уже имеет все меньшее значение. Среди прочего, на Банковой заявили, что Киев расшевелил Путина и тот готов к встречам. Послушайте. Сейчас Путин сам говорит, что наконец-то готов к реальным встречам. Немного мы его подтолкнули, и мы давно подготовились к встречам. Поэтому нужно находить формат. Нужно заканчивать эту войну и надежно гарантировать безопасность. При этом Зеленский никак не отреагировал на заявление премьера Словакии Фица, который после встречи с Путиным заявил, что Зеленский должен инициировать разговор с Путиным лично, позвонив в Кремль, если хочет встречи. Предложение Путина отвергнуто. Германия реагирует на заявление из Москвы о том, что Герхард Шрёдер может быть отличным переговорщиком от ЕС с Россией. Это была личная идея Путина, учитывая его давнюю дружбу с экс-канцлером Германии. Немецкая пресса уже дает реакцию представителей правительства ФРГ. Там с недоверием и критикой восприняли слова Путина. В Берлине считают такой шаг очередным показным предложением в рамках хорошо известной гибридной стратегии России. Это была цитата. Вот о чем еще говорят немецкие политики. Путин же выдвигает условия, которые Украина едва ли сможет принять, и одновременно выдвигает в качестве посредника своего личного друга, сказал Рот. Это выглядит не как серьезная дипломатия, а как попытка симулировать готовность к переговорам и посеять новый раздор в Европе. Посредник на возможных переговорах не может быть просто приятелем Путина, подчеркнул политик Социал-демократической партии Германии. В то же время часть немецких политиков заявляет о готовности обсуждать участие Шрёдера, опасаясь, что Европа вообще может оказаться вне будущих переговоров между США и Россией. Однако есть и предложение Берлина. В качестве потенциального главного посредника Евросоюза на переговорах по Украине Германия рассматривает не Шрёдера, а действующего президента Штайнмайера. Об этом пишет Шпигель со ссылкой на источники в правительственной коалиции. Срок полномочий немецкого президента истекает в начале 2027 года, поэтому Берлин уже думает о его будущей роли. Параллельно рассматривается вариант переговорного тандема Штайнмайер плюс бывший канцлер Шрёдер. Источники издания отмечают, что одному Шрёдеру будет тяжело, а вот в паре с действующим президентом это будет выглядеть гораздо убедительнее. Громкая отставка. Министр обороны Латвии экстренно уходит с поста. Андрис Спруц заявил о своем решении после скандала с украинскими дронами, ударившими по нефтебазе на территории страны.
Он заявил, что уходит, чтобы защитить латвийскую армию от политической войны и атак на репутацию вооруженных сил. Спруц обвинил оппозицию, националистов и старые политические элиты в попытке использовать кризис для подрыва доверия к армии и обороне Латвии. По его словам, за кампанией против него стоят силы, которые хотят вернуть старые коррупционные схемы и готовят в стране новое популистское правительство. «Я ухожу в отставку, потому что наши вооруженные силы и обороноспособность государства важнее должности любого министра или интересов любой партии. К сожалению, очевидно, что эта ситуация уже используется не только для критики министра или его партии. Ее используют для того, чтобы подставить под сомнение обороноспособность Латвии, посеять сомнения в готовности Министерства обороны и национальных вооруженных сил, латвийских патриотов, которые ежедневно работают ради безопасности страны». Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что Спруц потерял ее и общественное доверие. При этом другая страна НАТО, Эстония, накануне также поставила условия Украине. Причина, опять же, серия инцидентов с украинскими дронами над Балтией во время налетов на Ленинградскую область. Таллин требует срочно усилить контроль над беспилотниками у границ Альянса и предлагает Украине дистанционно взрывать дроны, если они залетают в ЕС. Ханна Певкур уверяет, что можно изменить траекторию и контролировать полет дрона благодаря тому, что в них встроены автоматические системы уничтожения Kill Switch. Для украинской обороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью. Украина уже предложила отправить в страны Балтии своих специалистов по безопасности. Киев при этом признал, что дроны украинские, но залеты в страны Балтии, далее цитата из заявления министра иностранных дел Украины, это результат преднамеренных действий российского радиоэлектронного противодействия, которое намеренно уводило украинские дроны с их целей на территории России. Наша цель – обеспечить максимальную безопасность Латвии и других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, эффективно противодействуя российской агрессии и разрушая военную машину России. Во-вторых, помогая укреплять защиту воздушного пространства наших друзей. Напомню, Россия при этом считает, что страны Балтии предоставляют воздушное пространство своих стран для ударов по России. В Таллине, Риге, Вильнюсе эти обвинения отвергали. Иран в полном нокауте, но война не закончена. Об этом, противореча своим прошлым заявлениям, сказал Трамп в интервью YouTube-каналу Full Measure с Шерил Аткинсон. Ведущая спросила у президента США, можно ли утверждать, что война с Ираном закончена. В военном плане Тегеран потерпел поражение, ответил лидер Белого дома и снова повторил, что в ходе войны с Израилем и США Иран лишился флота, авиации, систем ПВО, радаров и значительной части военного руководства. Тегерану потребуется около 20 лет, чтобы восстановить свой военный потенциал, считает Трамп. А когда ведущая уточнила, значит ли это, что боевые операции завершены, Трамп заявил, он никогда не говорил об окончании боевых действий. У США еще есть потенциальные цели, остались последние штрихи, подчеркнул американский президент. И я сказал, что они побеждены, но это не значит, что с ними покончено. Мы могли бы войти еще на 2 недели и отработать каждую цель. У нас были определенные цели, которые мы хотели, и мы выполнили, наверное, 70% из них. Но у нас есть и другие цели, по которым мы теоретически можем нанести удар. Нетаньяху вторит Трампу. В интервью программе «60 минут» для CBS News он заявил, высокообогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, а объекты по его обогащению демонтированы, поэтому работа еще не завершена. По данным международных наблюдателей, у Ирана остается около 440 килограммов урана, обогащенного почти до оружейного уровня. По мнению Нетаньяху, эти остатки нужно просто прийти и забрать у Тегерана любым способом. Я не буду говорить о военных средствах, но президент Трамп сказал мне, я хочу зайти туда, и я думаю, это можно сделать физически. В этом нет проблемы. И если есть соглашение, и вы заходите и забираете это, то почему нет? Тем временем Иран делает шаг навстречу Трампу и Нетаньяху. Как сообщает Рейтер, Тегеран направил официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны. Документ был передан через Пакистан, выступающий посредником. Согласно иранскому предложению, на текущем этапе переговоры Вашингтона и Тегерана должны быть сосредоточены исключительно на полном прекращении боевых действий.
Источники с обеих сторон сообщили агентству Рейтер, что последние усилия по достижению мира направлены на временный меморандум о взаимопонимании, который должен остановить войну и обеспечить проход судов через Ормузский пролив, пока стороны обсуждают более широкое соглашение. Такое полноценное соглашение должно будет затронуть сложные и пока неразрешимые вопросы, включая ядерную программу Ирана. Экстренная эвакуация началась. Военные армии Британии десантировались для оказания неотложной помощи. Круизный лайнер «Хондиус», за которым сейчас следит весь мир из-за вспышки опасного хантавируса, начал экстренную высадку пассажиров на испанском острове Тенерифе. Десятки человек уже покинули судно, а всех оставшихся должны снять с борта до вечера сегодняшнего дня. По данным испанских властей, все пассажиры проходят медосмотр. Пока что ни у одного из них не выявлено симптомов заболевания. Процесс контролируют медики ВООЗ. А они также рассказали, что накануне военные медики Британии десантировались на парашютах на отдаленный Атлантический остров Тристан-да-Кунья, чтобы оказать медпомощь гражданину Великобритании, который, возможно, подхватил хантавирус. Врачи объясняют, этот вирус – редкая инфекция, обычно передающаяся через мочу или фекалии зараженных грызунов. При этом ВОЗ успокаивают, вирус принципиально отличается от COVID-19. Военная авиация над столицей. Казахстан поднял в небо истребители. Накануне жители Астаны увидели в небе сразу 5 военных самолетов. Горожане начали массово выкладывать видео в соцсети и гадать, что происходит. Позднее Минобороны Казахстана успокоила жителей. Это плановые тренировки перед демонстрационным пролетом, который состоится 15 мая, заявили в ведомстве. Военная авиация будет летать над столицей на безопасной высоте до указанной даты. В Минобороны подчеркнули, что все полеты проходят с соблюдением мер безопасности и никакой угрозы для жителей не представляют. Польша проводит расследование и обвиняет Россию во вторжении. По данным издания ОНЕТ, дрон, обнаруженный 9 мая в 17 километрах от границы с Калининградской областью, скорее всего, случайно залетел в Польшу. А российские военные проводили учения, и какой-то объект мог у них затеряться, говорится в материале. Напомню, житель Польши случайно обнаружил БПЛА в рапсовом поле и вызвал полицию. Правоохранители, а также пожарные, военные и саперы срочно прибыли на место происшествия. И по данным польского издания РМФ-24, беспилотник оснащен камерой и не относится к моделям, которые можно свободно купить в магазине. На корпусе обнаружены надписи кириллицей. Следователи пока подтверждают лишь одно: аппарат иностранного происхождения и не был произведен в Польше. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно за каждый ваш лайк, комментарий, если сделаете репост этого видео. Хорошего начала недели и до встречи уже завтра.